Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, а Sony все так же продолжают делать бабки на выпуске новых камер. На этот раз классическое продолжение линейки R, ориентированное на пейзажных, портретных, рекламных, предметных фотографах. Sony A7R5. Sony A7R5, она как Sony A7R4, только с допами на бустах. У нее все тот же 61 мегапиксель, все тот же сенсор, все тот же форм-фактор, но улучшенная производительность, какие-то там фишки по автофокусу, ну и там что-то там еще. То, на что многие писькотехнодрочеры закрывают глаза. Ведь главный параметр крутоты камеры — это мегапиксели, чтобы там она делала 50 тысяч миллионов кадров в секунду, размер электронного видоискателя и количество пикселей в дисплее. Не так ли? Нет. Сейчас 22 год. Камеры умеют снимать сотни мегапикселей, но, ребят, мы выкладываем фотки в Instagram 2К по длинной стороне. Камеры умеют делать 50 кадров в секунду, 60 кадров в секунду, но у рукожопа все равно все эти кадры будут абсолютно одинаковые. 15 ступеней динамического диапазона, да вы посмотрите, как эти кадры обрабатывают. Просто кровь из глаз идет. Сейчас аппаратные системы достигли своего временного совершенства. Если 10 лет назад, чтобы попасть в фокус на каком-нибудь быстром динамичном объекте, снимая на Canon 5D Mark II либо 6D, нужно было реально обладать опытом, то сейчас даже инвалид сделает кадр технически верным. Технически, не художественно. Так что же нам ждать удивительного от новых камер? Может быть, больше мегапикселей? Быстрее скорострельность или большее количество слотов под SD-карты? 4К видео, 8К видео, 16, 32, 64? Аппаратная часть сейчас смело может взять паузу лет на 10. Астрологи объявили это десятилетие программным скачком. Нейронки, Deep Learning, ИИ — это то, что мы будем видеть во всех последующих поколениях камер. И как это уже стало традицией, Sony стали законодателем мод и первопроходцем в этом деле. Sony A7R5 на самом деле камера бестолковая для пользователя, абсолютно бестолковая. В ней нету ничего того, что вот реально профессионалу, который снимает, не знаю, предметку, либо портреты, либо рекламу, повысит его уровень. Это показательная камера, которая простому смертному не нужна. Она создается всего лишь как презентация новых технологий. По классике Sony запихивают в свой флагман R-серии новые фичи, которые потом постепенно будут добавляться в S-линейку и в классическую A7 линейку. Важно то, что сейчас Sony создает камеры с такими мощностями, которые являются плацдармом для нейронок. Если раньше мы ссались кипятком от следящего автофокуса по глазам модели, спасибо Sony A7R II за это. Пока Canon и Nikon играли в ручной бильярд, Sony реально сделали удобную и полезную для пользователей вещь. Так вот сейчас R5 поражает, насколько более удобным, эффективным и интеллектуальным может быть автофокус. Говорят, автофокус Sony стал более интеллектуальным, чем пользователи, снимающие на Nikon. Машинное обучение с каждым апдейтом будет делать автофокус более совершенным. Это и логично, и понятно. Но этот шаг просто охренеть как круто задал вектор развития всем компаниям. Canon и Nikon, разумеется, тоже подтянутся. С задержкой, конечно, но подтянутся. Вообще, Sony, судя по всему, это как Apple. Все крутые инновации от них, а Canon с Nikon просто тырят идеи. Сами вспомните. Первый беззеркальный full frame — Sony. Первая матрица с обратной подсветкой — Sony. Матричный full frame стаб — Sony. Следящий автофокус по глазам — Sony. 8К. О боже, это же Canon R5. Они первые сделали 8К. Пользуйтесь 8К, это же очень полезная штука сейчас в 21 веке. Все смотрят телевизор в 8К разрешении. Фотографы просто жить не могут без этой функции. 8К в Canon — это как Газманов на концерте, который делает колесо. Нахрена он это делает? Кому это все надо? Но зато старперы такие: круто, молодец. Сейчас Sony вкатили Deep Learn, импрувнутый AF, и вот это круто, потому что Sony задают тренд. Я, честно говоря, не понимаю, почему Canon сидят на жопе ровно в своих офисах, и почему только флагман EOS R3 они додумались запилить свой запатентованный контроль автофокуса с помощью глаз. У них этот патент с 92 года лежит. Вы просто прикиньте, если бы 10 лет назад в линейке 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, Canon 6D был
был бы автофокус с контролем от глаза. От сглаза. Это была бы имба. Да все бы снимали на Canon. В принципе, так оно и было, но в 2015 году все поменялось с приходом первой беззеркалки Sony. Они просто одеяло на себя так оба, как Инна у меня ночью с меня. Но нет, они выкатили эту фичу только сейчас, с флагманом R3. И сейчас эта фича уже, в принципе, нафиг никому не сдалась, потому что большинство пользователей плавно, но верно переходят к съемке по дисплею. Не через видоискатель, а через откидной дисплей. Все начинают снимать от бедра. Sony немножечко такие подумали и прочухали это. Реально они прислушиваются к отзывам своих пользователей, такие, блин, снимаем от бедра, значит, нам нужен какой-то удобный поворотный дисплей. Но этот поворотный дисплей часто мешает проводам, которые торчат из нашей камеры. Поэтому мы сделаем кое-что покруче. Здесь у нас инновационный гибридный откидно-поворотный дисплей. И от бедра легко снимать, быстро откинув экран. И если видео снимать, ремешок не мешает. А если надо себяшку снять, то можно просто взять экран и развернуть. С одной стороны, вы скажете: Максим, а нахрена такой камере вот этот откидно-поворотный дисплей? И я с вами абсолютно соглашусь. Я не представляю такого дебила, который будет пользоваться поворотным дисплеем и снимать себяшки на Sony A7R5 в 8К. Для видеосъемки есть намного более рациональные и продуманные решения. Если вы снимаете видео, не надо вам 8К, берите FX3, берите S3. Если вам нужно снимать влоги, возьмите Sony A7C и не парьтесь. Так зачем этот поворотный дисплей? Только лишь показать свои возможности, сделать этот инновационный вброс. Важен сам факт: Sony сделали первый шаг, пока остальные телятся. Покупать эту камеру я могу порекомендовать только тем людям, которым важен сам факт обладания новой камерой. Если вы снимаете репортаж, ну подождите вы Sony Alpha 9 Mark III. Туда точно завезут импрувнутый автофокус, основанный на диплерне. Если фигачите свадьбы, подождите M5, либо M4 простые. На крайняк, если вы беспокоитесь за свою спину, ну и вы лентяй, возьмите себе Sony A7C Mark II. Она должна скоро выйти, я ее прям очень жду. И я мечтаю о том, чтобы из нее выпилили этот поганенький маленький видоискатель, потому что это реально уже рудимент. Ну а если вы идете в рекламу, в пейзаж, в предметную фотографию, либо в какие-то более такие портреты, которые потом хотите печатать в формате дома, покупайте себе Sony A7R5. Повесьте ее на пузо и ходите, типа вы крутой фотограф. R5 предназначена в первую очередь, ребят, для профессионалов. Если вы себя таким ощущаете, если вы понимаете вот то, что вам функционал этой камеры нужен прямо здесь, прямо сейчас, то эта камера для вас. Тот стиль фотографий, который кормит меня от А и до Я, полностью выполнен на, многие скажут, допотопную камеру Sony A7C с 24 мегапикселями и маленьким поворотным хреновым дисплеем. Но опять же, этого функционала мне полностью достаточно. Если задача будет стоять более серьезная, более глубокая, я точно возьму следующего уровня камеру. Пока что этого достаточно. Не будьте противными писькотехнодрочерами, лучше посвятить себя творчеству. Надеюсь, я немножечко вам рассказал о принципах выпуска новых камер Sony. Надеюсь, это видео вам тоже было полезным. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не всегда меня бомбит по этому поводу. Часто я на этом канале рассказываю реально полезные вещи в области обработки фотографий, да и фотографий в целом, а не вот это вот все техно-непонятное, касаемое нового оборудования. Мне будет приятно. Я про лайк и подписку. До новых встреч, пока.